Здравствуйте, друзья! В этом видео мы рассмотрим стратегии торговли на рынке Форекс с помощью программы Joy Signals. Работать мы будем у брокера Альпари на реальном счете. Я надеюсь, получится показать все стратегии, ну или хотя бы парочку, так как, чтобы рассмотреть различные варианты торговли, мне придется записывать видео не один день. Описание стратегии вы можете почитать под этим видео. Я оставил те пары, которыми сам привык работать. Также отключил получение средних и слабых сигналов. Ну что ж, ждем сигнала и начинаем работать. Видео пока поставлю на паузу. Итак, у нас появилось два сигнала, оба по йеновым парам. Это доллар-иена и австралийский доллар-иена. Давайте их посмотрим. Ну, тут мы видим, что действительно общий тренд у нас вниз. Хотя тут был скачок такой интересный. И посмотрим доллар-иену. Ну, тут более, как мне кажется, уверенный тренд. Поэтому будем торговать доллар-иена. Открываем сделку на продажу. Стоп-лосс ставим в районе 20 пунктов. Я обычно не заморачиваюсь подсчетом, а примерно на глаз вот так вот ставлю линию стоп-лосса. Ну да, тут примерно 20 пунктов у нас есть. Чтобы у нас стоп-лосс двигался за ценой, установим трейлинг стоп. Давайте в районе 15 пунктов. То есть, когда у нас позиция перейдет в прибыль, то, соответственно, она сразу же у нас установится в безубыток, и стоп-лосс будет двигаться за ценой. То есть в любом случае мы остаемся в прибыли, даже если цена откатится. Ну что ж, я видео ставлю на паузу, и через какое-то время мы посмотрим, как наша сделка отработает. У нас появилось еще два сигнала. Это фунт-доллар. Давайте его посмотрим. Сигнал у нас на покупку. Ну, как видим, явного движения у нас нету. И доллар-франк. Здесь мы наблюдаем четкий тренд на понижение. Давайте работать будем с доллар-франком. Значит, предыдущая сделка у нас по доллар-иене. Это стандартная стратегия. По доллар-франку я вам покажу стратегию на усреднение. Итак, мы открываем сделку на продажу, как нам рекомендует программа, и ставим отложенные лимитные ордера на расстояние 10-15 пунктов от цены открытия. С шагом, соответственно, мы увеличим, если мы открывали лотом 0.10, следующий у нас будет лот 0.20. Ну, допустим, да, с таким шагом мы открываем следующий лот у нас, соответственно, 0.30. Ну и так несколько колен. Я делаю на глаз, вы можете высчитывать. Вот, несколько колен мы сделаем. Это нам нужно для того, если у нас цена вдруг откатит. То есть мы в любом случае в районе там, даже если мы схватим вот эту сделку и пойдем опять вниз, у нас уже в районе вот этой цены уже будет плюс. Вот, такова стратегия на усреднение, поэтому по ней тоже мы будем наблюдать. Есть еще стратегия 3 подтверждения. Она очень схожа со стандартной. Отличие лишь в том, что у нас будет более уверенный вход. Работает она следующим образом. То есть в течение часа, полутора часов мы ждем одинаковые сигналы. То есть, допустим, если у нас это фунт-доллар, мы ждем, что там через 20 минут еще будет у нас сигнал, и еще через 20 следующий сигнал. На третьем сигнале мы открываем сделку. Все остальное то же самое, как по стандартной стратегии.
Описание всех стратегий, соответственно, ниже под видео вы можете прочитать. Ну что ж, сейчас у нас в работе две стратегии. Это стандартная и стратегия на усреднение по доллар-франку. Давайте пока видео поставлю на паузу, понаблюдаю за ценой. Как только что-то у нас появится интересное, например, вот эта сделка у нас перейдет в безубыток или откроется какое-либо колено по доллар-франку, то, соответственно, продолжу запись. Итак, по сделке доллар-иена у нас цена поскочила вниз, соответственно, позиция перешла в безубыток. Сейчас мы находимся в безубытке и, в общем-то, нам беспокоиться не о чем. Тут уже на ваше усмотрение вы можете закрывать сделку с этой прибылью, ну или же ждать, может быть, цена пойдет ниже, чтобы сейчас не отвлекаться, так скажем. Я сделку закрою, у нас прибыль уже есть, в общем-то, и будем наблюдать за доллар-франк. Закрываем эту сделку. Все, у нас в работе сейчас доллар-франк. Я надеюсь, получится увидеть, как цена откатится чуть вверх, и мы схватим вот эти вот лимитные позиции, хоть одно колено. Вот. Ну что ж, видео пока ставлю на паузу, наблюдаем. Друзья, хотел бы обратить внимание на пару доллар-иена, которую мы закрыли. Мы закрыли вот в этой точке, и как видим, цена пошла еще ниже, то есть в нашу сторону. Учитывая, что у нас позиция была в безубытке, плюс работал трейлинг, в общем-то, мы были бы сейчас хорошие прибыли. Напомню, закрыли по причине того, чтобы продемонстрировать вам стратегию по осреднению по паре доллар-франк. Вот. И также хотел бы обратить внимание на пару фунт-доллар. Помните, у нас был сигнал в 13.20. Давайте посмотрим. Фунт-доллар. Так, 15 минутка. В 13.20, это значит в 10.20 по времени терминала. Вот в районе вот этой точки у нас был сигнал. То есть, если бы мы открылись в покупку, соответственно, мы бы могли заработать порядка 70 пунктов. Хочу отметить, в предыдущих записях я показывал, что, открывая, допустим, тот же самый трейлинг, говорю о том, что ставлю 15 пунктов, на самом деле указываю 150. Отмечаю, что это на пятизначных котировках. У кого четырехзнак, соответственно, вы открываете в тех пунктах, в которых нужно. На пятизнаке умножаем на 10. А вот, в общем-то, такие замечания. Ждем отработки доллар-франк. Пока она не хочет у нас откатиться вверх, заходить еще лимитную сделку. Но время есть, подождем. Если что, закроем в любом случае в плюсе. Видео пока останавливаю. Ждем, наблюдаем. К сожалению, не дает нам цена показать стратегию на усреднение. Но, в принципе, надеюсь, вам методика понятна. У нас сейчас сделка в плюсе. Мы ее закроем. Сегодня за несколько часов нам удалось заработать почти 2% от нашего депозита. Если бы позицию по доллар-иене оставили в рынке, то прибыль бы составила больше. Вот такие стратегии по работе на рынке Форекс. Надеюсь, сложностей в понимании у вас не возникло. Успехов вам в торговле. Всего доброго.